Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сегодня я буду реализовывать, скорее всего, Хусика. Почему? Потому что я здесь вижу даже три легендарных фигуры воинов. Поэтому я думаю, что у меня получится воинов реализовать-то наконец-то через Хусика. Правда, тут есть аптечка, есть мастерская. Ну, не знаю, возможно и получится. Короче, план пока что таков. Хочу сыграть на воинах и немножко расскажу вам про Разора. А пока что присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор этого не сделал. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. Ну и если ты можешь стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Так, смотрите. По поводу Разора. У меня, если честно, сгорела жопа нереально. Почему? Потому что... Не знаю, как на лоу-ранге это работает, но на хай-ранге это вообще не работает. Каждый человек берет себе щит 5-го тира, каждый человек собирает себе имбу. Инсеки, шаманы, дизрапторы, тому подобное и так далее, и так далее, и так далее. То есть все собирают лютую имбу, которая контрит эту сборку, как два пальца об асфальт. И, если честно, меня это раздражает. Ну, я вот пытался, чтобы не стрендеть, наверное, игр 10 я сыграл. И у меня вообще никак не получалось. Никакого результата у меня не было. Меня откидывали в топ-4 или в топ-3, когда мне вообще по предметам жестко не шло. Самое главное в таком билде собрать рано Разора, рано Агра. Ну даже Агра можно в 2 звезды собирать. Почему? Потому что у меня был Огр в 3 звезды, и я посмотрел так несколько игр подряд, что разница между Огром в 2 звезды и в 3 звезды только в радиусе его пассивки, по сути. Да, там 5% типа выше шанс отката, но такая себе хрень. Ну, сомнительная, если честно. Сомнительная хрень. Я пробовал, типа, мне показалось, что у Огра как-то и в 2 звезды, и в 3 звезды, но в 3 звезды это излишне, просто из-за того, что ты хочешь Агра взять в 3 звезды, из-за того, что, типа, 5%, как бы, и огромный радиус его, как бы, пассивки, да, опа, щит второй, о, не, ну все, ребятки, я теперь надеюсь, что мне очень быстро придет Хусик, я прям очень хочу, чтобы мне быстро пришел Хусик. Так, хп, так, сюда, говорю, хпшку, броню закидываю, у меня Тинкер будет неубиваемый пока что. Будем стакать на него пассивочку. По поводу щита сейчас расскажу, но я хочу рассказать вам по поводу Разора. Почему у меня так подгорело и почему я так жестко недоволен этим. Ну, как вы поняли, что меня контрили и в хвост, и в гриву, собирали имбу, собирали наследие Духа Огня, собирали Гирыча через все что угодно, БКБшки находили с первого раза. Самое главное это щит 5-го тира. Вот щит 5-го тира, что против магов, что против убийц, работает просто на 200%, потому что ну, невозможно тебя пробить. Точнее, невозможно пробить этот щит 5-го тира магами, либо убийцами. Просто невозможно. Это не, у твоего противника это не 40% срабатывания, все 100%. У меня был такой момент, что у меня Разор закастил дохренища раз свою ультуху, и все вот эти вот ультимейты он тупо отразил. И вот я вернусь к тому, что какие предметы нужны вот под такого Разора. Ну, во-первых, Огр, во-первых, Разор в 3 звезды. Желательно, чтобы он рано пришел. И обязательно нужно найти это посох 3-го тира и рефрешер. 2 самых ключевых предмета. Почему рефрешер? Потому что вы закастуете раз свою способность, плюс это манарген, все дела. И если пассивка Агра не сработала, то сразу у вас рефрешер откатится и еще раз сработает скилл. И типа вот есть вероятность, что в этот раз Огр сработает адекватно. И это будет жестко. Очень жестко. Поэтому 2 таких предмета нам необходимы. Но как же это не работает против имбовых сборок? Особенно меня бесит еще и жесткий антимаг, который тебя просто в хвост и в гриву выносит. Всякие гритеры ставятся, всякие... Ну, короче, много чего находится. Так, наконец-то халявные роллы. Вообще шикарно. Вот. И я, если честно, ну, может быть, в новом сезоне попробую реализовать Разора. Потому что там будут, типа, лоуранги, все дела. И на лоурангах я могу попробовать реализовать. В принципе, против инсеков неплохо работает. Не идеально, но неплохо. Против шаманов тоже вроде бы как неплохо работает этот Разорчик. Но... Так, я надеюсь, что там что-то незапретное он написал, потому что я увидел одно слово, и оно мне не понравилось. Если что, я заранее осуждаю это слово. Надо быть толерантными, ребятки. Можно выигрывать, пожалуйста. Вот, кому-то Хусик, а мне Хусика нет. А я хочу Хусика. Дай Хусика. Жлоб. Добивай! Не, ну меня тут вынесли, к сожалению. Ладно. Вот.
Поэтому Разора я, может быть, когда-то запишу, когда будет нереально жестко идти. Только в таком случае. Во всех остальных случаях, если честно, не хочу записывать. Там же мне предложили, кстати, записать алхимика под чернокнижниками. В принципе, это рабочая схема, ребят. Рабочая, поэтому я, если что, постараюсь его записать. Ну, посмотрим. Тоже не буду обещать вам. Когда запишу, тогда запишу. Я, если честно, еще словил такое расстроенное чувство. Вот я когда захожу в авточесы, я просто понимаю, насколько это люто дисбалансная хрень сейчас творится. Что один предмет ломает кучу сбора, кучу идей. И так же самое ты ломаешь другим. С помощью вот этого вот щита 5-го тира. Ни хрена себе, ДК, легионка. Ого. Блин, ну можно было бы легионку, конечно, попробовать сделать. Но я хочу все-таки Хусика попробовать. Я буду до Талова сидеть, пока не найду этого Хусика. Я вот обещал сделать Хусика, уже до хренища времени прошло. И надо, соответственно, этого Хусика сделать все-таки как-никак. Тут еще и катка, в принципе, хорошая. Есть все герои, которые мне необходимы. Ну, Свен особо не необходим, а вот Берсерк плюс Горный Вождь — это прям то, что доктор прописал. Ну, короче, сидим до Талова на Хусике. Так вот, о чем это я говорил? А, то, что 90% сборок ломаются на ура, и меня это бесит. Я словил расстроенные чувства, причем жестко расстроенные чувства. Мне это не нравится. Я горю, если честно, от этого. Вот просто у меня такое отвращение от игры получилось из-за этой хрени. Я вот просто даже отдыхал пару дней. И когда я просто захожу в авточесы, я понимаю, что ну какая же дичь происходит здесь. Ну просто, ну это что-то на невозможном. Добьешь? Ой, хорош! В первый раз меня жестко Тинкер не подвел. Обычно у меня Тинкер запускает 3 ракетки в лоу-хпшную цель. И наконец-то Хусик пришел. На 9-м раунде это типа поздно, но в принципе норм, если честно. Сейчас будем стакать на нем щит. И за это количество времени, я думаю, ну, стаков 20 мы наберем. Хочется, конечно, еще баф людей поставить, но пока не буду. Пока у меня сильный стол, пока не буду ставить баф людей. Хотя хотелось бы, если честно, баф людей поставить. Я просто могу халявные роллы заработать. И, соответственно, с помощью этих халявных роллов я могу паролить себе в дальнейшем Хусика, там, легендарочку какую-то. Ну, короче, усилиться жестко. И могу на винстрике сидеть, кайфовать. Ну, конечно, кто мне даст это сделать, естественно, да? Да. Что-то еще хотел сказать. А, так вот, Разора когда-нибудь реализую. По поводу алхимика тоже я его реализую, но не обещаю, как быстро. Хочу бабку еще реализовать. Вот давайте, ребят, так. Вот как можно больше комментариев за одну из сборок. Сейчас у меня на теме есть алхимик и есть керри-бабка. В моей реализации, там посмотрим, как я ее сделаю. Что хотите вы увидеть? Пишите комментарии. Керри-бабка, либо керри-алхимик через какую-то там сборку. Ну, посмотрим. Вот, все. Жду от вас максимальный фидбэк на этот счет. А еще, ребят, на хайранге меня жестко контрили на воинах. Не знаю, в этой катке будет такая тема происходить или не будет, но я что-то уверен, что будет. Во-первых, я уверен, что здесь будет керри-гирокоптер, 100%, ну, керри-вертолетик, кто вдруг не понимает дотовский сленг. Керри-вертолетик. И, скорее всего, они найдут очищающую сферу. Я почему-то уверен на 200%, потому что, когда я играю на какой-то сборке ультра-имбовой, либо там находится перчатка с первого раза, либо же там находится очищающая сфера. И я скажу так, под вертолетик очищающая сфера работает на 1,000,000%, от которой просто зубы скалятся. Он просто выключает тебе синергию воинов, и все. Ты как бы не увеличиваешь броню и, соответственно, не отражаешь чистый урон от тыч. Хотя, если не находится очищающая сфера, то там вертолетик рассыпается на 300%. Вот так вот. По поводу щита 2-го тира и щита 5-го тира, как лучше всего находить предметы? Во-первых, самые топовые предметы, если вы играете через воинов, вам надо именно... Я, кстати, на лустрик встану. Баф людей. Не рыцари, конечно, так. Уберу пока баф людей. Не хочу просто деньги тратить. Я лучше чуть-чуть потерплю, затерплю, а потом поставлю себе баф жрецов и буду кайфовать. Тут я, кстати, походу еще и раунд выиграю сверху. Активирую аптечку и буду, соответственно, идти в уровень. Там по пути, да, я знаю, что на 10-м очень трудно искать Хусика и тому подобное, потому что шанс минимальный. Но зато я смогу спокойно выставить 9 воинов и кайфовать. И вот под 9 воинов какие мне нужны будут предметы? Щит 2-го тира у меня есть, стаки работают на меня.
Надо найти щит 5-го тира, Кирасу и Бессмертие. Желательно, конечно, по пути можно еще найти там кольцо на Агр, которое 120 блок урона дает. Желательно найти щит 3-го тира, который дает блок. Вот не блок, а броню дает в радиусе. Причем хорошую броню, хорошее количество брони дает. Вот. Чтобы, короче, максимально себе бустить броню. И вот по поводу бессмертия. Бессмертие — это один из ключевых предметов, когда вы играете на воинах. Но в первую очередь нам нужно найти щит 5-го тира. Без щита 5-го тира становится очень туго. Ну, имбу надо обузить по полной программе, как говорится. Особенно, когда ты играешь на воинах. Без щита 5-го тира, без кирасы воины особо не живут. По поводу бессмертия. Почему оно такое имбовое? Бессмертие, чтобы вы понимали, ну кто вдруг в танке, кто вдруг не знает. А, тут тип будет тоже воинами играть. Прикольно. Интересно. Интересно. Тут у меня снесет, кстати, отлично. Вот это плохо, то, что он будет играть на воинах, потому что мой Хусик просто испарится за несколько секунд из-за этого. Хусик против вражеских воинов работает максимально туго, максимально плохо. Потому что он сам себя выжжет за несколько секунд. Так вот. Сейчас, если что, я ролик, чтобы, может, Хусика найти еще. Ну, опа, Хусика нашел, хорошо. Но, если честно, апать мне его как-то не очень хочется. Ну, пусть, блин, из экономики чуть-чуть вышел. Ладно, продам пока что Джаггернаута. Вот, Хусик сам себя сожжет. Если против тебя воин, он сам себя сожжет. И вот по поводу бессмертия, почему оно такое имбовое? Все-таки же договорюсь, надо же договорить наконец-то свою мысль, потому что Саня все время отвлекается на какие-то побочные факторы. Эх. Когда вас бьют в бессмертие, вот вам выбили бессмертие, вы 3,5 секунды в бессмертии находитесь, и когда в этот момент вас бьют, есть вероятность, что щит 5-го тира сработает. И второй момент, это то, что пассивка отражения воинов работает в бессмертии, то есть вас бьют, и они сами себя сжигают. И это... Я не знаю, зачем разработчики сделали такой прикол, но это, наверное, одна из фич, поэтому обусьте. У меня тут еще фоном... На улице стали какие-то работы проводить сейчас. Не знаю, надеюсь, на этот микрофон не слышно. Я очень на это надеюсь, потому что будет печально. Но надеюсь, что не слышно. Так, что у нас тут? Охотники. Опа, а вот и охотники, кстати. Посмотрим, насколько они смогут хорошо сработать против моих воинов. Против моих воинов. Так... Не нравится. Блин, 2 воина собирается. Вот это, конечно, грусть, печаль. Это очень плохо, то, что там 2 воина собираются. Во-первых, они моих Хусиков будут тырить, я уверен, на 200%. А во-вторых, Хусик у меня будет сжигать сам себя. И это огромная проблема. То есть весь мой билд построен на том, что у меня Хусик будет иметь свой хп-реген и свое магическое сопротивление, улетает в труху из-за этого. Это очень плохо. Это нереально плохо. Баф людей идет, что не в себя. Нормальный такой прикольчик. Ладно, Хусика апаем. Яйцо мы оставляем. Яйцо мы оставляем на потом. Либо для легендарки, либо для Хусика. Я хочу именно для Хусика. Потому что Хусика нам надо будет сделать. Идем в уровень максимально. Ну, раз дали аптечку, значит, надо на аптечке сидеть. Так, берем правый талант. Хотя, на самом деле, я вот в шоке. Вот серьезно, я уже говорил, но повторюсь еще раз. Я в шоке от того, что в предыдущих патчах правый талант работал с шансом 60%. Где эту информацию мы должны были узнать? Где? Сейчас этот правый талант работает с шансом 40%. В предыдущем патче он работал с шансом 60%. То есть он не всегда давал тебе плюс 1 уровень, а с шансом 60%. Ну, если вы так делаете, то пропишите это, ну, в таланте, либо где-то дайте инфу. Они эту инфу дали в обновлении, в патчноуте. Ну, бред. Тупо бред. То есть контент для самоизучения. Спасибо. Как-то так. Ну, в принципе, что еще хочу сказать? Знаете, что еще хочу сказать? Хочу сказать то, что, скорее всего, я буду вам показывать сборки. Ну, я попробую еще алхимика, там попробую бабку. Но это будут рабочие сборки, 100%. Если, конечно, там никто контрпик не соберет. Условно, те же самые охотники, если соберут очищающую сферу, то они будут работать.
против моего алхимика. А сейчас кто-то пустил вот эту вот тему, что играют они на охотниках 24/7. О, щит второго тира. Кстати, если вы 2 щита закинете в героев, они стакаться не будут. Это об этом мне написал мой подписчик. Спасибо ему огромное за информацию. И там, кстати, в комментариях написали еще по поводу дюка, ребят. Еще раз напомню, то что, чтобы прочекать, если в дюк в игре, вам нужно просто покликать по синергиям, либо по расам. Он там будет показан как заблокированная типа фигура, но по факту он в игре будет. Если вы увидели его там, не знаю, в орках, в охотниках, значит, знаете, в орках, там, в войнах и тому подобное, то, знаете, в этой игре будет дюк. Ну, прочекайте просто и увидите. И не знаю, насколько эта информация, конечно, будет полезной, но может быть и полезной. Поэтому абустик. Короче, абустик. Так, что еще я такого хотел сказать? Ребятки, я в своем телеграм-канале сделаю опрос по поводу GTA 5. У меня появилась идея пройти GTA 5 на стримах. Перед выходом GTA 6 хочется пройти GTA 5. Я как раз особо не проходил GTA 5, я там чуть-чуть поиграл в него. Вот. Я думаю, будет интересно. Поэтому в своем телеграм-канале я сделаю опросик. В принципе, все, что хотел, рассказал. Чел уже тут вертолетика нашел на 7 уровне. Ну, нормально чел чухает себя. Тут 9 уровень у типа. Жестко. Что тут у тебя? Ну тут будет имбовый вертолетик через кулончик. Ну, в принципе, если не найдет он очищающую сферу, то мне вообще будет максимально плевать. Удивительный тип там играет. Через Акса. Он делает Кири Акса щитом 2 тира. Интересно. Сможет ли он далеко зайти? Не, ну против меня это будет работать на 200%, особенно если он 9 воинов поставит. Потому что я сам себя сожгу. Ну, посмотрим. Посмотрим. И еще раз посмотрим. Идем в уровень. Скоро 10, на 10 начинаем ролиться и просто жестко выставляем свой билд. Правильно? Правильно, просто делаем жесткий такой прикольчик. Самое главное, чтобы не нашли против меня очищающую сферу. Очищающая сфера мне заруинит всю мою сборку. Вот насколько имбовая вот эта вот очищающая сфера, особенности против воинов, особенности против той идеи, которую я хочу сделать. Вот так вот. Вот так вот. То, что 2 воина собираются, меня разочаровывает. Очень разочаровывает. Вот, по сути, я ничего не опасаюсь, кроме вот 2 воинов. Ну, еще и вертолетик через магию, конечно, жесткий. Я вот сколько видосов записал по поводу вертолетика, после этого вертолетик начал появляться в каждой игре, когда его только видят в легендарных фигурах. И я вижу свои плоды, так скажем. Я уверен, что я многим заруинил игры своими роликами на вертолетике. Раньше его не брали, думали, что он бот, а потом, как я записал несколько роликов по поводу вертолетика, его начали брать, жестко брать. Поэтому да. Так, ну мы ж помним, мы до Талова. Опа, вертолетик. Можно, конечно, его покупать и типам заруинить, но надо достойную игру. Чисто на войнах, на мужика. Чтобы была достойная игра, правильно? Я думаю, правильно. Будет жестко, если тип соберется вертолетика очень быстро в 2 звезды. Вот это будет очень жестко. Тип будет через волшебников. Прикол. Вот это, конечно, там интересно делать. То есть у него будет Кири Акс. Если ему еще и предметы идеально выпадут, это же вообще будет жестко. Ну, посмотрим, насколько он сможет это реализовать. Это интересно. Так, зверь собирается. Ну, зверь я вообще не опасаюсь. Ну, типа, я найду себе щит 5 тира, найду Кирасу, найду бессмертие. Мне так будет плевать. Плевать плюс плевать. А если еще и 120 блок урона найду, то забей. Там вообще 0. 0 возможности меня уничтожить. 0. Так, Усик мне идет. Это хорошо. Надеюсь, он будет и дальше так идти. Так, выставляем сильную сборочку. Делаем расстановочку. Расстановочка. Там, кстати, ребята, в скором времени планирую стрим. В своем телеграм-канале я сообщу, когда будет стрим. Мне знаете, что еще понравилось? То, что в чате телеграма
С меня полакали, что последние ролики я залетаю в топ-2. Ну, ребят, как бы, ну вот, да, я показываю всю реальность бытия. Чтоб не думали, что я каждый раз топ-1 занимаю. И у меня на самом деле типа критерии это хорошая вот каточка, вот прям достойная каточка, если даже отлечу в топ-3, и там кто-то вылетит в топ-2 сразу в следующем раунде. Ну, то есть суть в том, что мне нужна хорошая конкуренция, хороший контент, и вот просто достойная игра. И даже если это отлетаю в топ-3, то я, соответственно, эту каточку выкладываю. То есть я не буду как бы, замораживать ее даже. Ну, мне не... Я вообще не парюсь за то, что там я занимаю топ-1, топ-2, топ-3, мне пофиг. Мне главное, чтобы была классная каточка, интересная. И раскрыть сборку на 200%. Кстати, если что, я закидываю сейчас Хусика туда. Ну, мы же помним, Хусика мы до конца делаем. Хусик нам нужен. Я сейчас не буду брать уровень. У меня еще на один раунд есть аптечка. Буду абузить эту аптечку. Вот. Надеюсь, мне еще быстренько Хусик придет, пока я буду там собирать. В принципе, вот и все. Вот. Но полахали с меня, короче, за то, что я в топ-2 там отлетел. Козли. Не надо так делать. Не надо. Святой Грааль беру. Чисто такой лайтовый хп-реген плюс скорость передвижения. Мне не нравится этот вертолет. Потому что по предметам у него там все ок. 6 воинов, 14 стаков. Угу. Угу. И воины для меня очень опасные. Не знаю, как я буду с воинами справляться с помощью Хусика, но посмотрим, может получится. Просто на самом деле, а что мне надо, чтобы я справлялся с этими воинами? Ну тоже очищающую сферу, по сути, найти, чтобы меня не выжигали. Че, неужели раунд выиграю? Не, нормально. Опа, Дум. Опа, хорошо. Опа, Дизрач. Нужен ли мне Дизрач? Ну, на самом деле нет. О, горный вождь, шикарно. Свен, вообще зачетно. Так, продаем, апаем, ставим. Хусик 3 из 9, хорошо. Так, тебя ставим, это берем, это берем. Так, бэм. Бэм. Не хватает одного воина. Опа, все четко. Вот это четко. Вот это я понимаю царский подгон. Вот это хорошо. Так, Хусика поставим на первую линию. Чтоб его били и как можно больше хп теряли. Так, мне нужен берсерк. В идеале. И мне бы, конечно, рольнуть предметы. Ой, надо будет немножечко расстановочку поменять, потому что тут синергия древних, и меня из-за этого жестко сожгли. Неприятно, так сказать. Да бей! Древние, да, меня только что сожгли неприятно. Он еще всех наперед поставил, специально как будто ощущал, что меня сейчас законтрит этим. Блин, ну пока ставить не наперед не могу. Почему меня так только что древние сожгли, у кого вдруг такой вопрос возник? Это чисто из-за того, что древние в радиусе одной клетки вокруг каждой фигуры могут нанести до 400 чистого урона. Раз в 3 секунды. Зависит это от того, сколько у тебя там хп регена было. Ну, если ты отхилился, допустим, на 400 в течение 3 секунд, то следующий тик будет на 400 чистого урона в каждой фигуре. Это жестко на самом деле. Но это и прикольно. Кстати, мне понравились ваши комментарии по поводу охотников, то, что они нереально слабые. Ну, то, чем я говорил, чел поставил 9 воинов, и мне просто Хусик сжег сам себя. Вот как бы, да. Вот как бы, да. Ну, ладно. Ладно. Ну, ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Ладно, реально ничего страшного, типа. Но это будет сложно. Особенно если он еще и нужные предметы найдет, это будет втройне сложно. Я надеюсь, что мне с первого раза будет все падать как надо. Еще и берсерк выпал, вообще 10 из 10. Так, ну Марса продаем, Марс мне не нужен. Или гиду продать. Да по сути и гида не нужна. Ладно, и гиду продаем. Берсерка оставим, пригодится.
Ханты там есть. Ну, на хантов на самом деле пофиг. Сейчас, если предмет третьего тира выпадет еще жесткий, я хочу щит. Щит хочу. Щит хочу. Щит Капитана Америки мне надо. Чтобы в радиусе давать броню. Ну, кстати, заметил тоже такую тенденцию, что у моего противника Огр работает как-то получше. Вот серьезно, как-то чаще у него срабатывает Огр, чем у меня. Но это чисто, знаете, уже паранойя. О, кстати, Омник вообще идеально. Под воинов то, что надо. То, что доктор прописал. Даст магическое сопротивление, даст подхил. Ну, прям топчик. Так, ну тут, естественно, талант на вампиризм. Кстати, классно то, что талант на вампиризм подняли. Ну... Ладно, зверя поставлю. Вообще, надо было Джаггернаута купить и поставить Джаггернаута вместо Марса. Ну ладно. Допустим. Так, Хусика я продам, потому что Хусика я не вижу. Ну, нельзя Хусика собирать в 3 звезды с помощью Маморы. Потому что когда я соберу Хусика в 3 звезды в Маморе и перекину туда предметы, то там же не будет стаков, соответственно. Можно, конечно, взять сейчас Шарбезны. Опа, еще один Хусик нужен. Дай, пожалуйста, Хусика. По-братски. Понял. Хусика не будет. Окей. Не знаю, я Шарбезны, если честно, не хочу брать. Хотя надо было бы взять. Я хочу попробовать найти все-таки другой предмет. Вертолет, конечно, будет опасный. Через магическую сборку. Очень опасный будет. А он еще и посох третьего тира нашел. Ну это жесть. Ладно, берем. Посмотрим, поможет ли мне Шарбезна или не поможет. По сути, должен помочь. Почему? Потому что у меня как бы есть Хусик. Соберу его в 3 звезды. Или лучше предмет найти. Ай, ладно, короче, без Шарбезны побудем. О, там было бессмертие, которое мне надо. Но, откровенно, сейчас я бы не жил. Тут еще и маску тип нашел. Вот это плохо. Это очень плохо. Я его сейчас ношу, он еще и горного вождя нашел. Надо пока отстать панику. Короче, мне нужно было Кираса в первую очередь, либо же щит 5-го тира. Это критически важные мне предметы. Ну, не знаю. Может, я ошибку совершил, то, что бессмертие не взял. Да, откровенно говоря, это важный предмет бессмертия. Очень важный. Я вначале об этом, в принципе, и сказал, то, что это один из самых важных предметов. Ну, надо было, наверное, все-таки его взять, не рандомить. Как минимум, 3,5 секунды против вот такого вот типа бы я пожил. Хусика он апает, понимаю. Я так понимаю, Хусика я в 3 звезды здесь не соберу. Тут руинеры есть. Это чисто мои стрим-снайперы, понимаете? Чисто стрим-снайперы, отвечаю. Вот еще Хусик мой в 2 звезды. Ну да, ну да. Саня, не видать тебе раннего Хусика. Ну ладно. От этого игра только интереснее будет. Интересно то, что я сам себя выжигаю. Что ж, маску 5-го тира поднерфили на 100% хп регена дает, а не 150 при активации. Парад мне не нужен. Омник. О! О! Зверь. Вертолетик. Вот руинеры хреновы. Это плохо. Это очень плохо.
Ладно, хорошо. Допустим. Допустим, хорошо. Кстати, впервые заметил, что типочек на вертолетике обузил всю тему, которую я ранее говорил. Это жесть. То есть, сейчас появляется кулон плюс посох третьего тира намного чаще. Офигеть. Как часто вы видите, как кто-то, кроме вот, скажем так, моей аудитории, абузит кулон плюс посох третьего тира? Девять магов там, чистокровных причем. Типа на первом месте я вообще не опасаюсь, вообще пофиг плюс пофиг. Двойные мобы будут. Возможно, все-таки мне стоило оставить шарбезный. Вот сейчас, так, знаете, подумал, что если там реально вертолет такой огромный будет, то шарбезный это один из единственных предметов, который может меня выручить. Ну, еще наследие может помочь, но наследие так себе поможет. Да, переродиться, типа. Может быть, кстати, наследие... Хотя я думаю, наследие мне не поможет. Я почему-то уверен в этом. Хилимся, живем, хилимся, живем. Тип на первом месте вообще на ультра странной сборке играет и как-то живет. Я уже молчу про этого Акса. Это ж вообще жесть. Не знаю, стоит ли мне копить деньги и идти в уровень. Но мне кажется, в уровень нет смысла идти. Вообще нет смысла идти. А вот реликвию яиц бы хотелось взять. Кстати, против вертолетика же не работают морские, кто вдруг не в курсе. Но я думаю, уже все прекрасно в курсе, то, что морские снижают именно урон от способностей на 60%. А не урон стычки. Но мало ли. Проговорить стоит. Давай двойных мобов. ХП у меня достаточно. До 35-го я должен дожить. Оп, двойные мобы. Шикарно. Где мой берсерк? Так, типок вылетел. А еще, кстати, одна из проблем на Разоре это то, что ты... Ну, невозможно тебя почти забрать мобов на 25-м. Тебя тупо сносят. Не знаю, мне, если честно, хочется паролиться, хочется и деньги поэкономить, там, не знаю. Но пока что не опасный вертолет. Единственное, что он в 2 звезды собран, вот это вот неприятно. Мага на последнем месте я вообще не опасаюсь, он очень слабый. Я больше опасаюсь вертолетиков, ну и воина, соответственно, потому что грустно. 31 раунд, у меня еще хусика нету в 3 звезды. А мне всего лишь одного хусика не хватает. В чем прикол? Ну ладно. Ну ладно. Мясы еще с помощью нового героя. Хорошо. Ладно, реально поставлю вместо 95 монет у меня. 150 хп лишними не будет. Опа. Дюк. А вместо кого тебя? Ну, вместо зверя поставлю тогда. Все-таки Дюк это легендарная фигура, плюс он мясы накладывать будет. Ну, хорошая фигура. А мне еще 2 предмета. Ну ладно, надо рискнуть. Боже, игра, ты издеваешься или что? Я не понимаю. Мне нужно 2 гребаных предмета, мне падают молнии. Какой же угар просто. 2 гребаных предмета мне надо. О, перчатка 5-го тира еще, типа, а у меня щита 5-го тира нет. Ну, естественно. Да, в этой игре, походу, все против меня будет. Ну, зато чел гениальный, у него перчатка плюс маска. Ну ладно, маску, наверное, просто так оставил, чтобы чисто был этот...
Скажи, плюс хп. Плюс хпшка. И все. Горный вождь, кстати, на. Ну да, надо. Кстати, вспомнил такой момент. Под предыдущим роликом там отметили время, где я матюкнулся. Я, если честно, даже этого не заметил. Проорал немножко, проорал. Внимательные вы какие мои. Кстати, если что, неважно, на каком раунде активировать реликвию мобов. В плане там на 31-м. Ну вот, тип. Смотрите на него. Вы просто посмотрите на него. Щит 5-го тира, радик, шар бездны, все, что надо. У меня же... Я не удивлюсь, если у меня сейчас еще и вынесет. Еще и Дум полетел в Тиника. Ну ладно, там они одинаково стоят, эти два героя, по сути. Окей. Трындец, меня этот тип выносит. Но у меня жесткий анлак по предметам, вы это, в принципе, сами видите. Но от этого игра только интереснее будет. Не знаю, я в топ-3 100% должен зайти. Ладно. Чуваку на магах там не везет, у него до сих пор вертолет в 1 звезду. Ну, в принципе, как и мне. У меня до сих пор Хускар в 2 звезды. Пожалуйста, вынесите вот того воина. Он меня раздражает. Кому мне эти молнии сейчас засунуть? Потому что Хусик у меня все равно сдыхает. В Свена попробую закинуть, что ли. Ладно, обратно верну Хусика. Ну, магу тут, конечно, грустно пока что. Сочувствую магу. Прикол, да? Он меня почти вынес. С вертолетиком в 1 звезду, просто имея 3 топовых предмета. Маска, посох и кулон. Да, это жестко. Ладно, беру реликвию яиц. Да, это жестко. Я в шоке. Дизраптор. С драконьим рогом. Удачи. На самом деле реально жесткий анлак по предметам. Это что-то бог рандома надо мной издевается в последнее время. Раньше такого прикола не было. Мне хотя бы, ну ладно, было. Окей, было. Это я уже начинаю, знаете, воображать. Кольцо 120 блока, это, конечно, круто. Плюс резист магии дает. Пойдет. Сюда. Это все мне не надо, естественно. Хотя, не, подожди, надо это ролить. Манреген оставим, а вот это скипнем. Наконец-то. Наконец-то. Не, я Дума сделаю. Я буду ждать Хускара до последнего. Дум в 3 звезды мне поможет. Дум это хорошая тема. Чтобы найти, конечно, в этого Дума парочку хороших предметов по типу драконьего рога, рефрешер, магические призмы, будет вообще идеально. Так, минус типочек, которого там моего Хускара тырил. Мерзость. Мне теперь нужно найти Кирасу, ну, бессмертие я уже, к сожалению, не найду. Мне слишком до хрена нужно будет потратить, чтобы я нашел бессмертие. У типа здесь еще сфера, которая меня контрит в изи. Она просто выключает мне синергию и все, делай, что хочешь.
О, вертолетик 2 звезды. И тут очищающая сфера с камнем Киры. Серьезно? О, The fate of Glacier Clan is in my hands. Paw Patrol makes great. The holy light will shine and show the way. I'm an Easter egg. You found me. I'm an Easter egg. You found me. это очень огромный тип. Во-первых, он с помощью камня Киры сейчас мне будет очень дохрена наносить урона. Во-вторых, он мне выключает синергию. Это жесть. Ну давайте объективно говоря честно, это то, что я ему просто дал развиться еще. Ну все, все. И минус сколько? Минус 11. Потому что он хавает фигуры, а я напомню, то, что сейчас они сделали балансно. Теперь, когда ты хаваешь фигуры, то ты все равно наносишь урон от съеденных фигур. Если, конечно, переживаешь. И это на самом деле логично. Это правильно. Ну ж молнии скипнуть, Кирасу найти. Оно безоруж. О, магическая призма, кстати, хорошая тема. Она мне может помочь. Просто хп регеном вырубит, это будет хорошо. Арчит полетел в Дума. У него тоже очищающая сфера. Ладно, ребята меня там контрпикнули, откровенно говоря. Я ничего не сделаю. Тут бы хоть в топ-3 зайти. Ну вот, ребят, как играют правильно игроки. Во-первых, один абузит имбу. Во-вторых, просто контрпикают с помощью очищающей сферы и маски 5-го тира. Но чел на магах прям ультра жесткий. Типа чел с Кирой жесткий, но... Ладно, на самом деле сейчас все зависит от Дума. Если Дум полетит как надо, вертолетик будет без хп регена, то возможно, я его даже и снесу. Даже того мага снесу. Очищающая сфера душит, очень душит. Молнии просто тоже не особо хочется скипать, потому что как-никак они урон наносят в АФК режиме. То есть я АФК режим, и я просто наношу урон. Я вообще удивлен, как этот чел на первом месте играет. У него, ну, просто... Что-то непонятное собрано. Давай, сейчас мобов мне шармизно выпадай. Наследие, там... Мифриловый доспех желательно, потому что есть арчит. Охренеть! Ребят, ну это новый рекорд. 40-й раунд, я собрал кого? Правильно. Кусика в 3 звезды. Но будем... Ну, да, пока я там пытался собираться, пока мне предметы говна падали, то меня уже типы тут законтрили. 2 очищающие сферы, это очень жестко. Если бы не очищающая сфера, то, скорее всего, я бы здесь их посносил бы. А так очищающая сфера очень жестко душит. Но будем как-то пытаться хоть выгрызать свою победу. Хоть в топ-3 зайти. Потому что ну катка реально достойная и максимально показательная, как типы делают. Кираса нужна. Очень нужна Кираса. О, очищающая сфера. Это надо. Кристалл призрака. Вот кристалл призрака не нужен, очищающая сфера нужна. Так, ну возьмем кабанчиков. А что еще делать? Пусть будут. Жалко, конечно, не упала очищающая сфера. Ой, очищающая сфера. Мифриловый доспех. Так.
Кольцо на агро я перекину в тебя, а тебе Кирасу закину. Почему я так сделал? Потому что я хочу, чтобы моего Хускара не били в первую очередь, отключали с помощью чащей сферы синергию. Хотя там массовые атаки у двух вертолетов, там без разницы, кого они там будут бить. В любом случае будут отключать синергию. Еще и обезьяна в 3 звезды с перчаткой. Еще и блинку вертолетика. Ого. Надо тоже будет что-нибудь с помощью Киры собрать. Интересненькое такое. Жесткий вертолетик там, откровенно говоря. Дай дум, дум вертолета. О, дум вертолета полетел, отлично. Все, он не отхилится и сдохнет. До свидания. Все, если дум и дальше будет хорошо идти так, то им торба. Еще бы шарбезно, конечно, бы найти было бы в идеале. Там тип побеждает. На вертолетике это очень плохо. Тип на первом месте тупо распродался. Серьезно? Что за хрень? Чего он распродался? Чё за... Ну, допустим. Ну, допустим. Не понял, почему он распродался. Я так понял, он опустил руки. Так он бы, знаете, что сделал? Он бы полностью сролился бы, чтобы никому деньги не достались по итогу. Не, ну сдаваться это, конечно, сильно. Опа, яйцо, кунка. I am the Eggman. Я хочу кунку в 3 звезды еще собрать. Это ж полезная фигура будет. Омника можно. Хотя ладно, я омника не буду собирать в 3 звезды. Хотя на самом деле можно было бы и собрать омника в 3 звезды. Что-то я немножко тупанул. Дай дум правильно. Правильно дум закинь. Нормально. Нормально. Дум полетел в вертолет, это хорошо. Хилиться он не будет, а это значит, у меня есть большие шансы его снести. Например, 100%. Все, до свидания. Нет, у него 3 хп осталось. Это плохо. Я надеюсь, его Макс снесет тогда. Отлично. Кунков в 3 звезды. Пойдет. Ну, это все-таки как-никак стан. Неплохо. Если Дум и дальше будет так хорошо лететь, то будет все отлично. Мне надо будет сейчас найти драконий рог и желательно рефрешер, чтобы упал. Я надеюсь, что сейчас, наверное, с моба выпадет драконий рог. И нужен рефрешер. Рефрешер поможет. Можно наследие духа огня, чтобы еще выпало, я в Думу закину. Чтоб Дум, если что, переродился и закинул Дум еще раз. Интересный тип. Почему просто не сдаться тогда? Зачем время тянуть? С чем игру тянуть? По идее, вертолет должен... ну да. То, в принципе, я так ожидал. Я так и ожидал. Так, ну я не смогу искать предмет 5-го тира. Мне, в принципе, там и нечего искать. Из 3-го тира, ну, только наследие и щит Капитана Америки. Ну, это хрень. Башер. Ну, Башер... Ну, у меня ж Хусик. У меня никто доходить не будет до вертолетика. А вертолет там огромный. Ладно, рандом. Арчит, понял тебя. Ну, закидываем тогда кого? В кого? В Дума. А в кого еще закидывать? У Дума магическая призма, поэтому по 2 целям будет лететь Арчит.
Аура скорости атаки, неплохо. Драконий рог, хорошо. Вдумчика. И в кого закинуть мне эту скорость атаки? Ну, в Дума, наверное. Сейчас держим кулачки, чтобы Дум летел тупо в вертолета. Будет лететь тупо в вертолета, то ему Габелла. Мне там, кстати, в комментариях и в чате Телеграма писали о том, что типа, Саня, а насколько играбельно Тинкер через 6 богов? Надо будет тоже попробовать реализовать эту сборочку. Я не знаю, надо Омника попробовать в 3 звезды собрать. Может, Омник поможет, кстати. У него еще и клинок тени. Сейчас все зависит от Дума. Арчит опять летит в Дума. Кунка стоит рядом. Арчит летит в Дума. А, так он закатил Дум, но по итогу он не туда полетел. Гениально. Ну просто гениальная игра. Там 3-звездочный вертолет. Куда летит Дум? Я не понимаю вот эту вот игру, почему Дум летит куда не надо. Он с большей вероятностью должен лететь в самую дорогую цель. Почему он летит туда, куда не надо? Объясните мне, хоть кто-то, хоть один человек объясните логику разработчиков. I am the Eggman. I'm an Easter egg. You found me. I am the Eggman. Понятно, Омника не соберу. Ну я не понимаю, я отказываюсь просто, я отказываюсь это понимать. Вот, смотрите. Есть вертолет. Сейчас Омник скинет дебаф Арчида. А куда Дум полетел? Куда? Какая же тупая игра, боже. I am the Eggman. Надо было Омника реально не продавать. Не знаю, поставлю сейчас как-то так расстановку. Хотя это... Ну, Арчит хотя бы летит в него. Он сразу массовой атакой бить не будет, поэтому... Может, так поставлю. Может, так попроще будет. Хрен его знает. На самом деле, я перетерпел. Типа, хп до хрена было, и из-за этого я тупо перетерпел этот момент. Не знаю, может рефрешер мне поможет. Смотрим, куда Дум летит. Три раунда, Дум полетел куда не надо. Это жесть. Ну, я угораю с разрабов. Просто угораю с разрабов. I am inevitable. Сейчас, смотрите, сейчас 4-й раунд будет. Если Дум летит вертолета, ему ГГ. Проверяйте. 4-й раунд. Напомню, что у меня есть призма. Есть Арчит, который, кстати, летит. Ну, он, на самом деле, чел меня тупо законтрил. Очищающей сферы. Не было бы очищающей сферы, я бы его снес. Но если бы так и бы, то во рту бы росли грибы. Кого Дум полетел? Один хп. Надо искать БКБ, надо искать рефрешер. Лучше, конечно, рефрешер, потому что от БКБ особого толку нет. Драконий рог, спасибо. МКБ. Да не, нахрен, я все равно не бью его. Ладно. Допустим. Допустим.
Так, 5 раундов уже было, да, получается, когда Doom у меня кастовал куда не надо. Сейчас 6 будет, посмотрим. Я надеюсь, что просто прилетит сейчас Doom в вертолета, и я тупо изи выиграю игру. Ну, типа раунд. Игру я вряд ли выиграю, а вот раунд выиграю. Ну, может, несколько раз подряд прилетит Doom куда надо, я его просто снесу. Я его просто аннигилирую. Посох 3-го тира выпал. Спасибо, спасибо, спасибо. Очень вкусно. Монетка. Да пофиг, берем монетку. Я, кстати, не знаю, баг починили с деньгами? Типа, когда ты деньги выбираешь, тебя экран не залагивает теперь? Ага, понял. Просто раньше, когда ты брал деньги, у тебя экран залагивал. Не знаю, в омника закинуть сейчас. Кольцо на агр. На, тебе плюс 600 хп будет. Явно лишним не будет. Ну пусть в омника будет. Больше сопротивления, соответственно, быстрее сможет закастить. Давай. Не хватает. ХП не хватает. Давай, Doom, не подведи, давай. Один разочек кинь, покажи, как надо. Это жесть. 6, мать его, раундов подряд. У меня Doom не полетел в вертолет. Вертолет в 3 звезды. Я напомню, что скилл Дума как работает. Он с большей вероятностью летит в самую дорогую цель у противника. Почему, когда против меня Doom играет вражеский, он всегда летит в моего керри? Каждый, мать его, раунд он летит всегда в моего керри. И только с вероятностью 1% он не полетит в моего керри. У моего же противника реально летит куда надо постоянно, на постоянной основе. Почему так это работает? 6 раундов подряд с магической призмой. Даже с помощью магической призмы рандомно не полетел куда мне надо. Ну, как бы, ребят, вот, смотрите. Как на хайрангах контрится все очень легко. Ну, в плане воинов. Очищающая сфера. Все. ГГ твои сборки. Я уверен, что мне помогло бы бессмертие. И, скорее всего, мне бы помогло наследие Духа Огня. Уверен в этом. Ну, скорее всего, еще, может быть, Омник бы в 3 звезды помог. Но он мне не пришел. Ну, из вариантов, скорее всего, исход бы игры, скорее всего, поменялся, если был бы у меня Омник. И немножко другие предметы. Немножко другие предметы. То есть бессмертие, кираса, щит 5-го тира. В Дума, призма, рефрешер, драконий рог, БКБ. Я думаю, вот эти вот бы предметы меня бы реально спасли. И если бы Дум летел куда надо. Ну, в принципе, ребят, катка была хорошая, добротная. В принципе, что хотел, я показал. Топ-3, точнее топ-2 я выгрыз чисто на удачу. Потому что в вертолета полетел Дум, потому что там одна цель была. Вот почему я не люблю иногда синергию Киры. Это чисто из-за того, что у тебя один герой остается. И если у тебя нет мифрилового доспеха, а у противника есть Дум, то ты, скорее всего, пальчик будешь чмок-чмок, а не выигрывать раунды. Поэтому синергия Кира опасная. А вот у типа просто вертолет в 3 звезды, а мой Дум его в глаза не видит. Такой... Ладно. Ладно. Что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, если до сих пор этого не сделали. И надеюсь, вы уже это сделали. Лайк, коммент, подписка. И на мой телеграм подписываемся. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.